Давайте эту тему раз и навсегда проговорим. Гуччи рвутся, Гуччи рвутся, мышки на стол, типа. Я вас не вижу, а вы меня уже бесите. Я на по-братски, понял? Пот, иди это детям рассказывай. Да как вы смеете? Легендарнее команды, чем нами, не будет никогда, брат. Ты смотришь шоу «Пока все в лобби». Концепт этого шоу очень прост. Хайповые темы и рофлы без цензуры. Нам достаются два противоположных мнения из комментариев, которые мы отстаиваем. По итогу нас рассудит эксперт. И первым делом все скинулись по лайку, потому что лайк не воробей. Вот так вот. Мы все снимаем, все пишется. Камеры го, да? Окей. Ну вот вроде мы все в лобби, да? Да. Да. Подождите, я завтыкал. Алексей, ты ж сходу к админу потом. Давай еще раз. Ну вроде мы все и в лобби тут находимся, да? Да, мы все в лобби. Админ, первая тема. Павел написал комментарий. Знаю в доте одного тренера. Вот Интик завез на харде, играя в этом году. Хороший пример. Это ни о ком. Это Тренер, который у меня играет... такая же позиция. У меня такая же позиция. У тебя такая же, да? То есть я типа за. У нас... Тренер должен шпилить нормально. Да. У нас с Лехой, походу, другая позиция. Зачем вы к Мише пристали? Это к Кейну, отсылка. Ну и что, если у него плохой счет? Он же не проигрок, а тренер. Его задача тренировать команду, а не поднимать свой уровень скилла. Но это о недавнем матче, где Кейн играл за Нави. Действительно, зачем ему играть? Скилл он не поднимает, главное, чтобы команда выигрывала под его патронатом. То есть он может сейчас не играть круто, но ему нужно, чтобы игроки его слушались. Альберт, ты вообще в какие игры играешь? Ты издалека зашел. Да. Кроме для взрослых. Я вообще на PlayStation играть люблю. Да нет, шучу. Я в CS играю, и в дотку, и в PUBG. Мне кажется, тренер в первую очередь, должен уметь должен шарить. Так я и так считаю так. То есть я серьезно считаю, что у тренера должен быть, минимальный скилл. Он должен на 70% играть хуже, чем игрок, но должен уметь, потому что, это респект у него будет. Как батя приходит, я уже пытался эту тему пропушить, но, Алексей, вот батя приходит и говорит: ты остолоп, потому что ты херово собрал шкаф. Он говорит, а ты такой, а как надо? И он, батя, берет, собирает тебе шкаф, и такой, да, бать, ты красава. Вот мне кажется, вот такая же движуха. Я просто элементарно из статистики скажу. Если тренер целый день с 9 до 6 в офисе, как планктон, смотрит на игру, то ему потом вечером приходить и еще самому по кайфу поиграть, из-за чего, собственно, скилл получается. Никогда этого не будет. Вот коллега у нас профессиональный футболист, например, да? В смысле? Профессиональный футболист. Как часто тренер профессиональный... Подожди. Как часто, у меня вопрос, как часто тренер в профессиональном футболе, вот твой тренер по футболу, играет в футбол? Слушай, вот можем взять, например, Мауриньо. Он же в футбол особо не играл. Минимальный скилл должен быть любому тренеру. С исключениями, что чувак просто какой-то мастерпис, вундеркиндер, и тупо выстреливает и там, и везде. И мужчина хороший, и друг. Семьянин порядочный. И семьянин порядочный, еще и тащит. У нас есть мнение, да, эксперта. Мнение эксперта, пожалуйста, Куб. В моем понимании, тренер должен хорошо играть для того, чтобы быть с игроками своей команды на одном уровне. На одной волне. Разбираться в текущей мете и уметь дать отдельный совет по игре в нужный момент. Я не знаю, я вот после того, как, допустим, смотрю турниры, каточки, или знаешь, там я где-то втыкаю, я, зайду на ютубчик, пропишу там Хайлайты. Хайлайты, да, то я так лучше начинаю играть, нежели от практики. Но не факт, что ты повторишь. Ты можешь их знать, но не факт, что ты повторишь. Я знаю смог, но я его кидаю раз в 10 раз. Для этого и есть гайды по смоку. Он имеет в виду, что надо его пракать, я типа, не попадаю, да, тупо пракать. Мне кажется, надо делать все. О, братан, тупо. По-моему, до слез, реально до слез. Футболку с такой, наверное. Мне просто надо делать все. То, что Киевстонер идеально разбирается в киберспорте, и так всем уже понятно. А теперь он будет оценивать луки киберспортсменов. Как тебе первый лук? Девайс. Девайс? Девайс. Это девайс. От Android или от iPhone? Человек-девайс. Не, слушай, видно пацан именно, понял? Это он в командной жилетке или нет?
А вот фиг знает. Нет, думаю, нет. Это Не, ну бомбер. что, у него наушники AirPods, понял? Не HyperX. Не, если Изи не паленый, то нормально, пацан чисто, понял? Коротенькие Аккуратненько. носочки, да. Штанишки такие слегка подстреленные. Сразу видно модник огородник. Без подворотов, понял, да, вот главное. Да, без подкатов. Он просто не пояснит за подкаты, поэтому приходится, понял? Штаны до пупка натягивать. Погнали дальше. Давай дальше, это наш Денис. Электроник. Ага. Damn, ну посмотри, that's boy fresh. Это что у него? Это у него что, Баленсиаги. Баленсиаги. Damn. Пацана с футболятика. подкатули знатные. Сразу, а где он играет? Нави. Да, сразу видно, в Нави зарплата не маленькая, понял? Да это что, пацан на стиле. Футболяночка с джинсами, да, как она так Это не сочетается? джинсы, это у него спортивочки. Тренички, да? Тренички, С походу, да. С лампасика. лампасиками. Гуччи Гэнг, наверное. Там по-любому. будет дальше, ох, там будет Гуччи Гэнг дальше. По-любому, так. Дальше у нас Гейт. Гейт. Кто знает Гейта? Кто такой Гейт? Ну, слушай, Ну, это киберспортсмен, Да, это скажем у так. него адики или пумы? Это адики. 3 полосочки такие. полос- Ну, не Ну, на нашу слабенькие. зиму, скажем так, правда? Слабенькие, адики. Ну, такое. У него каком-то full адик лук. Ну, послушай, нормальные пацаны не носят спортивный адик, они носят адик Casual, да? casual. У нас дальше есть Хоббит. Ну, Хоббит? я вижу у него сразу Gucci Snakes. Да, ну послушай, ну вообще Apple Watch, я не знаю, у меня же был киберспортсмен, я бы Rolex носил, ну, хотя бы какой-то паленый. Ну, с Apple Watch, ну что у тебя, уведомление приходит, что твоя катка началась, ну, это тоже как-то, ну знаешь, Ну, ну Зевс чё, у него наш подкрадули у него Gucci нормальные, понял? Со змейками. Мне кажется, с бабочками. Ты думаешь, я вот зумлю вроде... знаю. Хотя да, это бабочки. Слушай, ты эксперт. Вот такое, сразу видно, что стригся где-то в Европе, понял? Ну, видишь, Нормально. Лондон на фоне. Лондон? Great Britain, флаг, Да ты шо, королевская страшно стрижка, такое. Кто у нас там фрешек. дальше? Айсберг. Ну, это наш киевский боец Дота. Да, ну если киевские пропуска. Админ, можно, пожалуйста, вторую тему? Ого, у меня очень большой коммент. Давай. О, я не знаю, перемотайте там на ускоренном потом. Все норм. Командам составлять календарь участия нужно правильно, балансируя отдых, квалы и потенциально сами игры в мейн-турниры. Турниры не должны быть доступны для участия всем одновременно. Это спорт, нужно уметь грамотно распределять ресурсы. Ну, вы поняли, там он наводит пример, что в теннисе никто не получает прямых инвайтов на турики, и просто кто хочет там и участвует, кто хочет поднять денег и понимает, что там слабые соперники, участвуют. Кто хочет большой шлем. Человек тот- говорит, что много туриков это плохо. Это хорошо. Это классно, Это это хорошо. круто. Так что моя позиция это круто. Хорошо, согласен. а у меня say mama hello, передавай привет мамке, переводится его коммент. Вот такой формат в разы лучше того, что сейчас. Меньше туриков, больше интереса у зрителей. Именно акцент на зрителях. У команд мотивации больше, скипать турниры не будут. Кстати, в этом году скипнули первый мажор, много команд ключевых, из-за чего аналитики говорили, что это как бы не очень прикольный, интересный мажор, потому что скипнули из-за того, что прошлый год как раз вот был перенасыщен. Мне кажется, что должны быть какие-то лиги. Вот, допустим, если ты вовлечен в доту, играешь вот команды, как Альберт говорил, у них там есть чувак, который нормально там пикает или смотрит аналитику. Все, развивается эта команда, она по лиге двигается, проходит высшую лигу, я не знаю, там премьер-лига. Ну, как это футбольная надо- история, как куча футбольная дивизионов, история. типа, и погнали, Точно да? так же и по КС. Если ты все время играешь, ты на высоте. Так это же и есть лиги Ну, там. мажоры, миноры. ФПЛ, ЕПЛ. Нет, да, но я имею в виду, что для простых обывателей тоже, которые сбежали в лобби, как мы сейчас, да, в пятером, сели и создали команду «Надо делать». Все надо делать. Альберт, что думаешь? Ну, я тоже как бы давно турнир не смотрел, потому что я смотрю игры только Нави по доте, понимаешь? Это патриотичный у нас шоу получается, да? Без предрассудков. На самом деле, в первую очередь, я сталкиваюсь с проблемой такой, что я не знаю, когда турнир. Анонсы серьезно. в Твиттер Телеграме, заведите. в Телеграме, Нави. Вот я, типа, я втыкаю на постой. Мне вот если идет какой-то турнир, то это либо мне случайно какое-то уведомление с приложения пришло, знаешь, либо там Леша сказал, либо там какие-то пацаны, там сейчас. Просто, пацаны, когда какой-то турнир, отмечайте меня по-братски, чтобы я не, Сторис, чтоб я сторис. не пропускал, да. Ну Не, так, ну я- а по итогу, это хорошо, что много турниров или плохо? Мне кажется, плохо. Да. Мне кажется, плохо, потому что, во-первых, я общаюсь с многими киберспортсменами, и пацаны просто вареные. С того, что вот
сегодня ты был в Чикаго, а завтра тебе лететь в Дортмунд, с Дортмунда тебе лететь, короче, в Китай, но это можно подвариться. Ну, хорошо, На самом деле. что мешает игрокам просто выбирать, на каком турнире они участвуют, на каком нет? Вот что Что мешает? мешает? Что мешает? Спонсоры, которые говорят, нам надо, чтобы вы были здесь. Копай отсюда и до Ну обеда. да. Потом можно давать экспертные Если брать оценки. доту, то я котирую только Мейджор. я мейджор, инт и, возможно, эпицентр. Возможно. Мне кажется, это как в футболе. Ну, типа, вот говорят, много матчей скучно, но в футболе каждый топит за свою команду, каждый день там, в каждую неделю по 2-3 матча играют, ну, по 2 точно. И, типа, все выбирают, что смотреть. Я выскажусь. У меня коммент о том, что меньше туриков это лучше, и я вот тут конкретно согласен с этим, потому что я смотрю киберспорт и КС и доту уже где-то лет 5, и вот прошлый год я смотрел его меньше всего. Потому что было слишком много всего. Я как-то начал следить за всем и смотреть за всем, а потом он настолько рыгать уже хочется тупо. Одни и те же, да? Куча топовых команд играет каждый день, и ты уже ничего интересного не видишь, уже смотришь на эту доту, на этот КС, уже думаешь, блин, ну им не интересно играть, а мне не интересно смотреть, поэтому я смотрел меньше всего, поэтому плохо. Семен, понимаешь, ты рассуждаешь с позиции зрителя, а если ты будешь рассуждать с позиции игрока и не тир-1 игрок, а тир-2, которого не берут там на мейджор, он не может попасть Больше на мейджор. возможностей, да? Да. Сейчас система такая, что есть мейджоры, майнеры, и это появляется больше возможностей для команды там тир-2, тир-3 уровня куда-то пробиться. Поэтому чем больше турниров, тем лучше, потому что есть возможность роста сцены. Ну что, Куб, пожалуйста, твое мнение по Очень поводу... важно, по-братски. Да. Расскажи нам, Мнение что эксперта на самом что ты деле. там знаешь. Мы все вместе с этим нашим киберспортом немного забыли о том, что игроки, прежде всего, это живые люди. И у этих живых людей есть семьи, у них есть девушки, интересы. Турниров действительно слишком много. В традиционном спорте у спортсмена есть календарь, в котором он может восстановиться, отдохнуть и провести время с семьей. Турниров много, слишком много. Но что с этим сделать, я не знаю. Меньше Вот так турниров, вот. меньше денег. Вот он просто Меньше понимаешь, Да, я возможностей. тоже Просто Дон аплодируем Степан, Степану, вот действительно. просто он зожник, понимаешь, он со стороны здоровья об этом Хотел бы думает. пробежаться с спортсменами, да? Нет, такой человеколюбивый Он говорит, вот ну, ответ очень получился. лирический. Не истощайте свой организм. Видите, коллеге стало не очень интересно. Я в конце чуть не заплакал, Это из-за действительно. Степана, да. Мне так стало жалко игроков, бедняги. Да. На самом деле, Гуччи рвутся, Гуччи рвутся, тапки трутся. Первые классы стираются. Вообще все, вообще. Придется не покупать новое, а постирать эти, да, вот Да, это было да. жесть, конечно. Омары со Прошлый стола сезон была жесть скидывали. просто. Кто он называет? Керриган. Керриган. Ну, такой батя, да? Такой, Ну, именно вот, батя. вот видишь, у пацана походу Rolex. И Лакоста. Rolex, Лакоста. Подкрадули, правда, ему бы Фред Перри вместо Адидаса, и все. И чистый такой. хулиганский. Та-та-та-та-та-та. Ну, мне кажется, он так и колет в контре, вот именно таким образом. На веселом, спокойно. Так, кто он? Кеннис. А где он? Кенни Слева, С. справа? А он справа? Не, ну, that's boy fresh. Фила. Не, ну он на стильке одет. Правда, часы не подходят. Часы Не всегда Rolex. белые. Ну, как мы решили, видно, если не не, ну, Rolex. видно, что он старался под полосочку на кофте, но нет. Это Часики должны быть color белыми. blocking, да, вот как еле выговорил такое. этот движок. Кто это он? Это Лил. Не, Лил. ну Лил. Сразу видно медийная личность, понял, именно сразу. Так, вот это пацан стан такой 3D. модельный, да? Вот это сразу видно, скучаю по Virtus.pro, понял? Это он в рекламной кампании, кстати, этого бренда. Это Да, ты оттуда, шо? да. Не, ну прикид нарядный, понял? Штаниночка, видишь, как Это выделяется. галифе у него, конечно, это царское, да. Это Мак, это наш тренер Dota 2 состава, Нави. Ты топишь Да? за них, да, видишь, какой он такой. Я думал, хвост до сих пор, да. Ну там хвост тоже будет, там ты им скажешь. Это не важно, главное лук. Не, ну у него стильно. Такой даже не скажешь, Он, что знаешь, тренерский, он да? Сразу видно, снова не затащили. Вот это такая волевая. Давай, Мэг, надо повеселее фоточки, чтобы у тебя были, брат. С кубками. Так, дальше у нас Мо. Мо, это друг Хоббита, у нас был Ну, Хоббит. чисто на Кельвин Клайн, Изи. понял, Чёрная. Чисто черный, понял. Такой на пробежку вышел будто бы, да? Такой Не, Централ Парк. Не, такой вышел, понял, в Централ Парк, в Starbucks ходить, карамель фрап себе. Взял такое легко. Да. Какой-то Посербай, да, именно. новый альбом там какой-то Фрэнка Оушена приценили, Да, такой, да. на лайте.
О, это Олаф у нас дальше. Ну, Олаф. чисто Олаф, чисто, понял. Total Gucci, да? Чисто Гуччи, да. Сразу видно за контеров, ой, за террористов любит играть, по-любому. Ну, такой бандит. Кстати, у него Rolex, ты Подожди, а зачекнул? он за кого играет? Он по доте или по ГС? КС. Ты Rolex. Часы, я не знаю, брат. Ну, часы такие, ну. Ну, судя по тому парнише, который его сзади хочет сфоткать, все-таки Gucci, походу, и Rolex оригинальные. Да. О, Паша бицепс. Паша. Вот это чисто именно. Как из клипа Монатика, да? Чисто Луи плащ, понял? Ну, такое. Больше ни слова, да? Больше не знаю. Носочки у него такие. Ну, звезда. Третий вопрос, У да? меня комментарий от Чипа. Очевидные факты, ведь они должны играть в Доту 24/7, 365 дней в году, без личного времени. Вы рили дауничи, медийка не мешает тренировкам. То есть Дауничи, позиция о том, вторая что футболка. медийка не мешает. Делать все? Да. Нужно делать все и дауничи, да? А давайте без подсказок коллегу спросим, вот, чтобы он не слушал позиции наших уважаемых рабочих, или как, трудяг. Работяг. Работяг, да. Ну, в любом случае, тут будет позиция мешает медийка игровому, Или ну, не мешает. скиллу, или не мешает. Мне кажется, Лисич мешает. Ну, у нас... А медийка нет. Ну послушай, ну. Мешают дауничи. Как она, в смысле, как она может мешать, если, ну, допустим, ты когда заходишь онлайн, медийки нет. Это, знаешь, это как у меня в Америке было. Я, знаешь, там открывал Инстаграм, я знаменитый, я закрывал Инстаграм, все, понял? А тут такого нет? Нет, тут такого нет. Знаменитый везде. Тут такого нет, понял? Поэтому я не думаю, когда ты играешь онлайн, тебе может мешать медийка. Знаешь, когда ты становишься там, допустим, медийной личностью, тебя приглашают туда, там, туда, и ты, если, короче, соглашаешься на эти движи, то это тебя там, ну, отвлекает от практики. Я вот объясню, что ты говоришь. Вот тут хирург плей. Это наше с тобой опять. Да. Я просто в шоке с вашего пофигизма. Вместо того, чтобы уделять время постоянным тренировкам, вы снимаете никому ненужные челленджи. Вот в чем медийка, понял? Что игрок не тренируется, а в каком-то вот Яна напрягает его какие-то челленджи снимать. А Ну, потом ребята, спрашивается, почему вы проигрываете все игры? Давайте эту тему раз и навсегда проговорим. Для тех, кому действительно... Смотрите. У Леши есть один комментарий, Да. который заставил очень сильно гореть. Я думаю, этот комментатор будет рад, что именно его комментарий. Леха там неделю просто полыхал. Давай, Лех. Да, по поводу... Я полыхал по поводу комментария, значит, послушай меня. Камеру сюда. Я хочу сначала Во-первых, сказать, подойди ближе к экрану. что все эти челленджи, все интерактивы, которые вы видите на наших каналах, это... Медийка, ну как она мешает? Альберт же только что сказал, ты садишься в онлайн, ну разве тебе кто-то мешает, задает какие-то вопросы, типа, ты такой, так, ребята, бежим на Б, тут, извините секундочку, товарищ символ, ответьте, пожалуйста, на вопрос, ну, это же не так. Нет, ты не понял вопрос. Вот мой коммент говорит о том, что сидит пятерка, катает на буткемпе, приходит Яна и говорит, а давай снимем с тобой какой-то челлендж. Он оставляет игру, не пракается. Конечно. И вот, Так оно и и есть. Яна все запорола. Да, но мы же утверждаем время, когда проходят такие челленджи, и есть время подготовиться к ним, чтобы выделить часок. Неужели сложно выделить часок? Неужели сложно додуматься до этого? Вот! Что мы выделяем этот весь Не злите коллегу. Что вы такие дауничи, понял? Ну я вас не вижу, а вы меня уже бесите, понял? Да. Просто мне самому интересно, неужели вы думаете, что Яна залетает просто с микрофоном и такая: всем привет, это острый репортаж, мышки на стол, типа. И пацаны такие сидят. О, блин, опять. Да. Яна, по-братски, понял? Яна такая грустная с микрофоном. понял? Это на самом деле больная тема. Собирает в мешок медийку и уходит с буткемпа. Это больная тема. Насколько бы ты прикольное видео не сделал, сколько там лайков не будет, обязательно найдется пару человек, которые напишут: ну зачем вы их отвлекаете? Да-да-да. И ну, это бесит. И это каждый раз. И сколько, ну, ты не объяснишь ничего людям. Александр, тебя бесит? Ты свой Мне- комментарий прочитал? Конечно. Я да. отчасти согласен с работягой. Глава медиа согласен, медийка мешает игрокам. Шок. Нет, на самом деле... Короче, вот, типа, у тебя лобби открыто, да? Ты
альтабаешься, у тебя инстач, ты уже в медийке, и ты провтыкал, не нажал начать игру, не сыграл катку, вместо этого там что-то попереписывался с кем-то, дал кому-то вью, все такое. Ну, короче, я не считаю, что это на самом деле прям сильно мешает, но когда человек сфокусирован на том, что хочу свой бренд личный выстроить, а результаты у тебя так себе, то, типа, это рановато, и можно только на хейт нарваться. Вот я профессиональный игрок, я катаюсь с утра до вечера. Что для меня Подожди, обязательство в по натуре? медийке? Да, брат. Ты футболист, ты игрок. Мы с тобой в одной команде. Какие у тебя Я обязательства? думал, это стример-ниндзя сидит. Мы с тобой в лобби одном, а ты спрашиваешь. Слушай, ну какие у тебя Не, могут быть просто понял, обязательства? мы сколько, уже полчаса здесь катаем, а ты даже вардов не купил, брат. В одном-то лобишься, все родные. Я в харде стою, брат, мне главное блик на оформить. Яна, давай. Но тебе надо хорошо выглядеть в первую очередь. Потому Реально? что бывает такое, что А если люди я просто выгляжу как голову дерьмо? не помоют или еще что-то, и просто выглядят Это плохо. образ, Ну, ты слушай, рок-звезда. Образ. Послушай, хорошо выглядеть и быть чуханом — это разные вещи, понял? Ну, хорошо. Есть люди, которые хорошо выглядят, но при этом чуханы, понял? Не знаю таких. Не нужно, чтобы он был каким-то красавцем. Тебе достаточно, чтобы он был опрятно одет. Ага. И это Опрятно реально одет где-то и спонсоры просто говорят. умыт. И не дауничем. Это Как я считаете? говорю. А, это ты я говоришь, говорю. Иди мой голову. И теперь, Семен, еще раз твой вопрос, который ты пытаешься Да, давай. пятый раз задать. Какой твой Вопрос Да, такой. вопрос. Я Что? с утра до вечера шпилю. Да. Да не Когда я перебарщивай. Когда я Что соглашаюсь... ты тут насыпаешь? Что ты там Морды не шпилишь, купил. брат? Братан, ну внимай. Я тебе говорю. Семен, Я я соглашаюсь. первый раз вижу. А чё ты? Я соглашаюсь играть в Нави, да? Я- Для да. меня это означает играть с 9 до 6 плюс медийка. Что такое медийка? Медийка. Сниматься в интервью, участвовать в в интересных челленджах и Дебиль? что еще? Это мы Встал и вырежем. вышел. Яна, ты понимаешь, что это значит? Яна, это был камень в твой огород. Я на стороне работяг, которые вот это написали. Понял? Что это значит конкретно в ракурсе Нави, вот Да. как у нас происходит. Ты не обязан делать ничего, если ты не хочешь. Ну, Вот. типа... Значит, не мешает медийка никому. Это первый момент. Но, опять же, игроки видят, как другие игроки участвуют в этом всем. Им тоже хочется себя как-то показать, проявить. У нас был случай, когда, помнишь, чуваш Мне увидел кажется, видео Санейка Virtus.pro. всегда хотела что-то проявить. Вот Санейка как раз тот, кто не Я хочет забыл, как его концентрироваться на этом Акбар. принципе. Акбар. Подожди, Да. ну все собрались. Акбар, понял? Акбар на 40 метров от вас на лавочке сидит, понял? Это он. Да не, пацаны, я тут нормально, понял? Уже представляю, как он через 5 минут сладко пикать Скиньте будет. это кто-то видео, ребят, Акбару, окей? Как Альберт прокачал медийку Акбара без Акбара. Да. Да, без смс. Вот вам кейс, как прокачать Да. медийку киберспортсмена. Алексей, у нас есть мнение эксперта на это? А я не знаю, эксперт. У нас самое лучшее мнение эксперта. И экспертом у нас выступил Лил. Я считаю, что абсолютно нет. Мне же вот ничего не мешает быть медийной личностью и играть на высочайшем уровне в паблике. Легендарнее команды, чем Нави, не будет никогда, брат. Знаешь почему? Знаешь почему? Потому что пацаны выиграли первый интернешнл, а остальное уже не важно, понял? Дальше уже У такое... истоков стояли. Дэнди, Дэнди, Хвост. я был в этом львовском компьютерном клубе. Я был в этом львовском компьютерном клубе, где катал Дэнди. Затащил там? Да. Атмосфера чувствуется. Атмосфера победная. чувствуется, вот такие вот мониторы, понял? С таким Вот такие, багажником. Пристройка да. такая еще. Ты вот так вот, понял, я с типами там катал, понял? Тут можно я еще кое-что скажу? Давай, Тут да, все еще зависит от того, какой ты человек, понимаешь? Есть такие люди, которые просто хотят играть. Просто хотят играть, знаешь. И им там, знаешь, куда-то приглашать, дай мне все теряться, понял? Я катаю, знаешь. А есть такие люди, которые, знаешь, там вот, допустим, они хотят чего-то большего, они хотят, чтобы их на улицах Подписоты, узнавали. подписоты сходок, Они там вот хотят это. высказывать свое мнение там, делать то, быть там, посещать там. Расти, знаешь. бренд свой Такая вот взращивать. движуха, знаешь. Да. То есть я встречал таких типов, которые, вы что, меня не знаете? Да я на том-то турнире такое-то место занял, понял? Реально вслух такое говорит? Да. Да, Бердянск 2002. Пот, иди это детям рассказывать. Ты что, гонишь, что ты тут насыпаешь? Что тебя вообще знают? Ты че есть, понял, знаешь? Я такие именно движухи встречал, знаешь? Ну, вот Поэтому такие- все зависит от того, какой ты человек, это в первую очередь. Но с другой стороны, у меня вот родилась мысль, исходя из этого. Вот Зевс, например, помните, как он в финале Бласта выходил? Какой он перформанс сделал? Мне кажется, вот это правильное направление того, как двигать свою медийку. Когда ты выходишь в финале чемпионата ПКС и делаешь это максимально пафосно, это разлетается на мемасы и все такое. Мне кажется, это очень круто. Вот Леха всегда говорит, если бы я был киберспортсменом, я бы такого шороху наводил, просто жесть. Все в Ребята, я шоке бы были. такой шорох наводил. Представьте, выходят
выходят команды на сцену, там, and now, this teams welcome on stage, там, Natus Windsor и Астралис, там выходит Астралис 5 игроков, и тут почему-то 4 Нави, и все думают, ну а где же 5-й, где же Алексей Костылев? И тут такой прожектор, бух, и он в самом конце там В плаще, где-то, да. развивающимся. Копенгаген! Это Ай, резолюшн. Резоль. Резоль мой кореш. Я знаю, что он модник-огородник еще тот, дядя. Круто. Вот все круто, только этому прикиду не хватает носков чуть-чуть повыше, понял? Мне кажется. Может, прям таких высоких Не нет? высокие, а вот чуть-чуть повыше, если бы носочки были, чтобы еще... А сами тапки тебя как? Вот крутые, это Nike, по-моему. Чуть на Адики похожи. Нагики. Угу, с таким острым носком. О, Simple. Ну, Simple чисто... Сразу чувствуется стиль, да? Сразу чувствуется, да, Леха одевал. Да нет, шучу. Кстати, Simple знаю, он тоже, он со стилем у него все четко. Шлепочки, да, такие? Чисто пацик с Киева, понял, именно такая чикс-чикс. Пошел всех, раскидал На и вышел. подкладулях у него нормально. Сист, да? Да. Тоже Ну, Гуччи. тоже знаю Систа, тоже модник еще тот, понял? Мы такой футбол... Да я чтоб столько бабок зарабатывал, ты что, так одевался, блядь. Надо следующую рубрику, где ты собираешь все Look Unlimited. Вот все чисто понял, видно сразу, что меня, понял, именно я в Америке много прожил. Вот, только хотел сказать, американский Simple, easy. да? Simple Не, чисто easy, Under Armour, понял, да, такая движуха. на расслабленном. Да. Сумейл. Сумани, Ты видишь, какие-то очень модные тапки, очень модные. Да. Настолько Даже модные, не знаю, что у меня даже ссылка отвалилась. Не, ну, пацан, нормально. Ну, заметил, в основном На кейсеры. манжете, это бомбер тоже. В основном кейсеры В основном модно кейсеры, одеваются, да, да, нормально так по-хайповому. У нас Твист и Така вдвоем. Нормально, прикольно. Будто обложка R&B альбома, тебе не Ага. кажется? Я как будто, понял, мы сейчас выпустим какой-то сопливый сольник, понял? Вот хвост, вот это вот понимаю именно, понял? Чисто патриот, понял? Патриот. Симферополя. Но педалечки, это такая вот нотка, да, тут есть хайп бистовская. Да, такой чисто, понял, именно патриотический костюм и подкрадули за 300 баксов, понял? Да. Вот это оно. Романтика, это романтика. Данька Зевс. Зевс, я знаю, на Филипп Лейне, Зевс у нас тоже модник. Это солидно. Это чисто солидол. И в конце каждого выпуска мы хотим вот такие мини-номинации вводить. Красава месяца. Красава месяца, фейл месяца и хайлайт месяца. Ага. Вот начнем с красавы. Я считаю, что красава месяца — это ниндзя, ну, который не суши, а просто ниндзя. Потому что он будет, во-первых, Просто понравился тебе, да? Ну, волосы у него моего любимого цвета, Да. вот как бы нет. Ну, короче, он будет вести на Таймс-сквер какой-то новогодний стрим, прям 31 декабря соберет всех людей на самой главной площади мира. Это очень круто. Еще он попал в список Forbes, и еще он 2 номинации получил там eSports Awards, короче, стример, человек года. Ну, типа, Что делает красава. один стрим с Дрейком, да? Да, красава полностью считаю. Я в номинации красавчика добавляю Роджера, который в победе на мейджоре сделал такой. Это было и, знаешь, awkward, и типа вот видно, он такой перепуганный, что выиграл, и такой, смотри, куда смотреть, знаешь, сделал движение. Ну, типа, чувак постарался. Это как раз тот перформанс был, который надо, медийный, да? Да, он захотел, он сделал просто еще дрожащими руками от того, что чувак выиграл, но потом эти очки наградили. Ну, типа, вот это красавчик. Хайпанул. Какие еще варианты у нас есть? Альберт, твой красавчик. Красавчик года, месяца для меня это Гейб. За то, что выпустил нормальный патч. Мне нравится хайграунд. Мне нравится. Я думал, я буду плеваться, но не. Мне все нравится. Приятно, да. Ну, мой красавчик будет Джеракс, которого пригласили к президенту отпраздновать День независимости Финляндии. Ну, это прикольно. На корпоратив. Да, там он должен сыграть игру 1x1 против президента. Ну, это прикольно. Мой красавчик это Simple, потому что он мой брат. Стоп. На самом деле, Simple получил награду MVP. Best Player of the World eSports Awards в Лондоне. Поэтому мне кажется, что он достоин Не, это тупо выдвигаться на эту номинацию. Поаплодируем Simple. реально красавчик. Безоточно. У нас следующая номинация это фейл месяца. Фейл месяца. Окей.
Я начну. У меня фейл месяца — это квалы на минор параллельно с мажором. Ого. Это просто полнейший фейл. Это к вопросу, который мы Я тебя обсуждали. поддерживаю. К вопросу обсуждали типа много турниров, но это полный бред и это фейл. Неплохо, неплохо. Мой будет фейл бан Папича на Твиче. Ну, это все, это то, что Это ты ради обсуждали лайков, полмесяца. это ты все ради лайков ты ради делаешь, да? лайков. Хочешь стул собрать? я так думаю. Папича забанили. Да. Да как вы смеете? Ну его разбанили, походу, уже. Не-не-не. Нет? Нет еще. Папича забанить. А как он стримил обзор Дядя, патча? ты ж дом Папича. Это. Леша, заголовке. фейл месяца. Фейл месяца — это наше шоу, ребят. Подожди, нам надо... Фейл месяца. Нам надо Ой, есть закончить... такая. Да. Пацаны, я старался. Ну это больно, Это и реально. радость, и боль. Ребят, ну а на самом деле, что шоу без масок. Мы все такие, как мы есть. И ты хочешь Все, послушать кроме мой меня. фейл, правда? Давай. Да. Сань. Короче, я прочитал новость, что министр кибербезопасности Японии не юзает компьютер вообще и даже не знает, как с ним Но работать. безопасно. Кстати, это читал. безопасный чувак. Вот, Читал вот эту такая новость. движуха. Он говорит, типа, ну, я с 25 лет занимаю руководящие должности, и, в принципе, я просто даю указания, что людям делать, а сам в это не вникаю. Ну, типа, мне все равно. Нормально. Все высказались. Идем к последней нашей рубрике. Так это уже была последняя, да? Нет, это не последняя. У нас Нет. еще есть хайлайт месяца. А, Третья хайлайт. рубрика. Вот у меня, кстати, с Папичем. Вот есть видео, я не знаю, когда оно вышло, по-моему, 3 месяца назад, неважно, я что его увидел вчера. Короче, там Папич показывает, как открывать дверь ногой, когда у него баклахи с водой. Он типа, он очень мастерский, он так ногой изворачивается, выкручивает, открыл, закрыл, И ушел. при этом Ну, короче. балансирует, да? Да. Вот это левел, да. Я Это считаю, тупо хайлайт. Это реально. хайлайт мой Это личный. напракал. Не знаю, Коллеги. по-моему, самое горячее это то, что Гейб выпустил патч. Это у тебя в красавчиках, а у меня в хайлайте. Хайлайт с сейчас. Бласта, где буст из 4 тел. Эйс АВП убивает на Колдзеру, оверпассе. да. На Это оверпассе. просто, знаете, может быть, это вы видели в жизни когда-то еще, но когда 4 тела становятся друг на друга, полчаса залазят И потом ждут, типа, голову и ждут, пиксель, типа. да? Я просто смотрю и думаю, я когда-то на этой карте увидел буст Когда троих. на На оверпассе оверпассе. собаку съел. Ты увидел на пленте, да? Да, прям да, вот? да, на пленте буст троих, я думаю, это вообще законно, но вот 4 он- тела, это, во-первых, залезть реально. Но мне кажется, Колдзера такой, типа, откуда? И потом нахер, такой, давайте да ну быстрее закончим, я хочу посмотреть повтор. Хайлайт. Зашел на Twitch, а там Папича забанили. Он начал читать и проиграл катку. И он все, да, опнулся. Это был хайлайт, наверное, года для меня. Лех, ты нашел свой хайлайт? Я нашел свой хайлайт в этом видео. Все видео это хайлайт и вообще. И фейл, и Я хайлайт. Кто-то пытаюсь тут сделать халтурит. третью подводку, чтобы подытожить наше шоу. Давай. Во-первых, если шоу вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это все по стандарту. Никогда это не забывайте. Во-вторых, у нас для вас есть разная атрибутика, которую мы можем получить благодаря вам. Не То есть вы. это реквизит Я нашего расскажу, шоу, Да, да. что вы можете получить сегодня благодаря нам. А пока что послушайте, что мы можем получить. 3 лайка, и наконец-то у меня, наверное, будет кресло. Хотя, может, и не у меня. Еще одно? Да. А когда мне мое кресло на привезут? Уже год обещают. О-о. да. Уже выехали, уже везут. Да. Точно. Дальше 1К лайков, мы получим монитор, на котором будем смотреть хайлайты вместе. Вот это было бы неплохо. Что мы хотели бы получить от вас? От вас мы бы хотели бы получить, Лайки, во-первых, лайки, 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 подписки, шерьте это видео, оставляйте темы, на которые вы бы хотели поговорить с нашим будущим гостем, и оставляйте в комментариях имя Гости. гостя или никнейм. Все пишите в комментах, нам влом писать сценарий, вы же Да. сами понимаете. Наверное, Но всё- для того, кто предложит лучшие темы, у нас есть вот Блин, такая чувак, тема. это вообще просто, как так такое дарить? Ты что, гонишь? Реально? Более того, мы подарим это безвозмездно, просто за ваши идеи и еще с автографами всех. Вот. И на этом свитшоте сегодня появятся такие надписи, как Нужно делать все. «Нужно делать все». Первое. Дауничи. А сзади будет команда, понял? Дауничи, запятая, нужно уметь все, типа. и Помимо совместить. также этих фраз, вы сейчас получите автографы, если вам, конечно, нужны. Все, кто находится в студии. Очень и важно. название шоу также будет увековечено на этом свитшоте. Если В общем, носить вы его после этого тупо не сможете. Да. А еще, ребят, хотел сказать, ну реально, мы постарались сделать такое шоу, которого аналогов на YouTube, по крайней мере, мы не увидели. Это очень И мило. если вы Мило, поддержите, да? оно будет продолжаться и развиваться, и нам будет очень приятно. Поэтому жмите эти богомерзкие лайки. Смотрите это шоу, когда вы действительно сидите в лобби. Начинайте его смотреть. Вы знаете, как
долго ищутся игры, когда вы вот таким вот стаком калаш, 4 звезды, орел залетаете и ждете. Начинайте смотреть это шоу, когда вы в лобби, и продолжайте его смотреть на альтабе, когда вас убили. Хорошо? Это была такая задумка. Мне кажется, она зайдет, и шерьте это видео как можно больше. Увидимся. Let's roll.